Всех приветствую. Сегодня у нас очень интересное интервью с одним маленьким, но очень смелым и мужественным человеком. Мы будем говорить с Абдурахманом из Швеции, которому 13 лет. И в свои 13 лет он смог разоблачить педофила, который на протяжении 20 лет насиловал детей. Меня зовут Абдурахман, мне 13 лет, я чеченец, живу в Швеции. Абдурахман, я знаю твою историю. Она очень известна в шведских СМИ, но в русскоязычном пространстве об этой истории нет каких-то упоминаний, по крайней мере, мы с ними не сталкивались. Мы знаем, что ты разоблачил педофила. Ты мог бы нам рассказать эту историю с самого начала, что случилось и как случилось? Этот педофил, он делал мероприятия для детей на улице, и я там мимо проходил иногда, там был и видел, что он детей трогал интимными частями тела, и вот из-за этого мне появилось подозрение к этому человеку. А что это за человек был? Какие мероприятия он проводил? Он для детей гриль делал, бассейны там поставил. То есть это был такой человек, который как волонтер, не от государства, Да. просто он сам собирал и на такой добровольной Нет, основе проводил свои мероприятия. государственные, То есть это был какой-то человек, который работает на какие-то государственные органы. жилищное Ага. правление. Абдурахман, а сколько ему лет было? 66 было ему. И долгое время он занимался подобными мероприятиями? 20 лет. Ты увидел, что этот человек трогает детей. И как дальше развивались события? Что ты сделал после того, как увидел это? Ну, после этого еще был случай, после того, что я видел, короче, я велосипед на улице катался и упал и разбил колено. Потом он подошел там, типа, помочь хотел, там, говорит, давай там квартиру поднимемся, там, я тебе обмотаю бандажем, там, помогу, там, тебе кровь берут тест, а потом говорит, давай, и массаж могу на колено сделать, если хочешь. Когда я это услышал, я ему сказал, никогда в жизни такие вещи не говори, я ему сказал. Вот после этого у меня уже я уже 100% знал, что этот человек уже что-то не так с ним. То есть после этого твои... Да. И как ты действовал дальше? И я пришел домой, рассказал матери, она, поговорила, я рассказал ей все, что, от него я знаю, так, видишь, рассказал. И она, короче, полиции заявила сразу. Тех детей, которые он там интимные части тела трогал, и остальных тоже других я допрашивал. И один ребенок потом свою информацию мне рассказал. Потом, я услышал, он мне все рассказал. Потом я ему сказал, почему это ты родителям не рассказал. Но он там сказал, что его угрожал этот педофил, угрожал, говорил, да, убьют тебя, ножом ему угрожал. И я ему сказал, почему ты тогда мне рассказал? Он говорит, ты так со мной поговорил, что как будто ты все знаешь, что я на месте был. Вот так он мне сказал. То есть этот ребенок сказал тебе, почему он тебе доверился, почему он именно тебе открылся, а своим родителям не рассказал. Почему родителям не рассказал? Он сказал, что он ему угрожал. Из-за этого родителям не рассказал. А мне он рассказал, потому что я его допросил так, как будто я все уже знаю. И вот так ты провел с несколькими детьми такую беседу, да? И в итоге ты собрал эту всю информацию, пришел домой и рассказал это своим родителям. Да. Дальше твоя мать позвонила в полицию. И как дальше развивались события? Этого человека сейчас арестовали? Да, его арестовали, у него сейчас суд должен быть потом. Да, моя мать позвонила в полицию, они расследование провели, нашли другие доказательства, больше информации нашли о нем. Что тебя побудило начать это расследование, Абдурахман? Вот ты увидел то, что человек там трогает детей в каких-то интимных местах. И почему ты решился на это? Почему ты просто не оставил это, например, как многие дети? Что тебя побудило? Потому что мне было жалко этих детей, и я заметил, что никто не замечает в этом человеке что-то не так. И я решил сам спросить детей, все узнать. А вот твои родители как отреагировали на то, что ты сделал? Мои родители в шоке были. То есть даже для твоих родителей в этом человеке не было ничего такого необычного, подозрительного, правильно? Да, потому что, смотри, человек, на него посмотришь, никогда не подумаешь, что он
таким человеком был, кого ты не знаешь. Все дети его там любят, родители уважают его, никто не думал о нем такой. Ты в Швеции живешь давно? Да, мне было 2 года, когда я туда приехал. Вы приехали в Швецию как беженцы, правильно? Да. И в каком статусе вы находитесь сейчас в Швеции? Вы граждане Швеции или вам дали убежище? Нет. Ничего. То есть у вас вообще нету никаких документов? То есть убежище вам не предоставлено, я правильно понимаю? Нет. А сколько у тебя братьев, сестер? У нас 10 братьев, 6 братьев и 4 сестры. А как вот в школе отреагировали на данный инцидент? Ну, учителя обрадовались, ученики тоже какие-то обрадовались там. Молодец, смело, так сказать. Да, действительно, Абдурахман, в 13 лет то, что ты сделал, это смелый поступок. Абдурахман, мне очень было приятно с тобой побеседовать. Я надеюсь, что ваша ситуация в Швеции наладится, и вы получите там бумагу и сможете спокойно жить, не переживая, что вы можете быть депортированы на территорию России, на которой, по всей видимости, вам угрожает опасность. Опять-таки, был очень рад с тобой поговорить, Абдурахман. Желаю тебе и дальше развиваться, оставаться таким смелым и мужественным, какой ты есть сейчас. Данная история, наверное, никого не оставит равнодушным. И мы не исключение. Мы долго думали, что бы подарить Абдурахману. И решили, что сделаем ему скромный подарок в размере 300 евро, чтобы он сам ими распорядился.